Дождь безостановочно лился на улице Нортпорта, превращая асфальт в зеркало. В небольшом закусочном заведении под вывеской Blue Iris горел тусклый свет, а в воздухе смешивались запахи крепкого кофе, горячей еды и человеческой усталости. Лили Картер, молодая официантка, держалась из последних сил. Это была ее третья смена подряд. Персонала не хватало, посетителей становилось все больше, а мысль о доме означала лишь счета и больную мать. Тело ныло, пальцы дрожали, но она продолжала двигаться между столиками. В дальнем углу расположилась шумная компания мужчин. Они были навеселе, громкие, самоуверенные. Когда Лили принесла заказ, рука предательски дрогнула, и несколько капель супа попали на обувь одного из них. Секунда, и спокойствие исчезло. Мужчина вскочил, толкнул ее, посуда разлетелась по полу. Зал замер. Лили опустилась на колени, собирая осколки и стараясь не показать слез. Кто-то начал снимать происходящее на телефон. Никто не вмешался, кроме одного человека. В углу зала сидел мужчина в темном плаще. Он молча наблюдал, затем поднялся и подошел к компании. Его присутствие изменило атмосферу. Без крика и резких жестов он дал понять, что происходящее недопустимо. Давление было не в словах, а в спокойствии. Через несколько секунд напряжение спало, а обидчик отступил. Когда кафе опустело, незнакомец помог Лили убрать осколки. Его движения были уверенными, а взгляд — внимательным. Он заметил в ней не усталость, а внутреннюю стойкость, ту, которую редко замечают в суете. На следующее утро Лили обнаружила в кармане записку. В ней был адрес и короткая фраза о том, что она заслуживает большего. Адрес привел ее в современное здание в деловом районе. Там она снова увидела того самого мужчину, уже в строгом костюме. Он оказался Робертом Хейлом, владельцем сети городских кафе. Он объяснил, что ищет людей, способных не только работать, но и чувствовать других. Он предложил Лили должность управляющей, не из жалости, а из уважения к тому, как она держалась в самый тяжелый момент. Дождь в тот день в Нортпорте все еще шел. Но для Лили он больше не был символом безысходности. Он стал фоном для начала новой жизни, в которой нашлось место вере в себя и простому, но редкому человеческому поступку — встать рядом, когда это действительно нужно.